Здравствуйте, друзья! Предлагаю приготовить интересный вкусный тортик и совсем несложный под странным названием «Молочная девочка». Меня он заинтересовал названием и необычным кремом. Для теста нам понадобится 2 яйца, 180 грамм муки, 380 грамм сгущенного молока, 50 грамм сливочного масла, 12 грамм разрыхлителя. Для крема 550 грамм сливочного сыра или 2,4 литра кефира, 450 грамм сливок, 100-120 грамм сахарной пудры, персики или любые другие фрукты по желанию. На подготовительном этапе заморозим кефир. Затем распакуем и уложим в дуршлаг или сито, покрытое марлей или полотенцем. Покроем и оставим на ночь. За это время стечет вся сыворотка, и у нас останется один лишь творожок. Утром я его еще немного выжила в марле. И получилась вот такая натуральная, приятная консистенция творога. Вкус у него нежный, сливочный, без ярко выраженной кислинки. Очень рекомендую его приготовить. Это совсем не сложно и не занимает времени. Просто заранее положите кефир в холодильник. Теперь подготовим продукты для теста. Сгущенное молоко, муку, разрыхлитель и яйца. Разобьем яйца в посуду, в которой будем замешивать тесто. Добавим немного соли и размешаем венчиком. Выльем сгущенное молоко. Муку будем добавлять порциями. Так будет легче замешивать тесто и не будет образовываться комочков. У меня получилось за 3 раза. Разрыхлитель я уже добавила в муку. Мне нужно отойти за маслом. Я его заранее поставила на водяную баню. Тесто получается тянучее, однородной консистенции, и оно будет очень легко размазываться в коржи. Делать мы это будем на силиконовом коврике. Смазывать его уже ничем не нужно, и на нем есть необходимая разметка. Размазывать коржи этим тестом совсем не сложно. Делайте это тонким слоем. У меня практически видно рисунок коврика. Но можно размазать еще тоньше, тогда у вас получится больше коржей, и они быстрее пропитаются кремом. Переместим теперь коврик на противень. Тесто не будет стекать, не переживайте. Поправим краешки силиконового коврика и отправим в духовку. Выпекать 5-7 минут при температуре 180 градусов. Не ждите, когда коржи станут коричневыми, иначе вы их сожгете. Вот так выглядит идеальный корж. Он совсем не коричневый, только краешки слегка потемнели.
Он нежный и немного липкий из сгущенного молока. С коврика корж снять достаточно легко лопаточкой. Только будьте аккуратны, чтобы его не поломать. С обратной стороны он выглядит вот так. Не кладите коржи один на один, чтобы они не слиплись между собой, только когда они остынут. Теперь почистим коврик и будем намазывать следующий корж. У меня получилось 7 коржей. Если вы хотите больше, намазывайте более тонким слоем. Теперь отставим и доделаем крем. Он у меня еще немного постоял в холодильнике. Забьем. Добавим сахарную пудру и еще раз взобьем наш творожок. Сахарную пудру добавляйте по вкусу. Если вы хотите послаще, добавьте больше. Мы приготовили жирные сливки, добавляем их. И еще раз взбиваем. Теперь крем приобретает готовую текстуру, готовую консистенцию. Только не перестарайтесь с взбиванием, иначе крем может превратиться в сливочное масло. По-моему, выглядит замечательно. Я пока накрою и уберу в холодильник. Мне еще нужно порезать фрукты. Режем тонкими ломтиками. Их мы будем добавлять между коржами совсем немного и украсим верх торта. Их можно и совсем не добавлять, но, на мой взгляд, так торт выглядит праздничней, ну и аппетитней. Любые другие фрукты, я думаю, хуже не сделают. Можно добавлять также ягоды. Теперь будем намазывать коржи. И не забывайте про слоечку фруктами. Я оставила тортик на 2-3 часа в холодильник. Точно не помню, на сколько времени. И теперь буду укладывать дольки персика. Мне пришлось помучиться. Я совсем не понимала, что я хочу выложить. В итоге я выключила камеру, вырезала из кусочков, из долек персика лепестки и выложила цветочек. По-моему, получилось совсем даже неплохо. Сейчас вы увидите. Вот такая красота получилась. По-моему, совсем неплохо. Такой торт не стыдно подать к столу. Я его не стала больше оставлять в холодильнике, а то меня близкие поторопили, все очень хотели попробовать. Но, на мой взгляд, крем прекрасно за это время стабилизировался, и его можно кушать. Выглядит кусочек очень аппетитно. Сейчас будем дегустировать. Очень нежно и очень вкусно. Вы обязательно должны попробовать, если любите сладкое. Уверена, вам понравится. Приятного аппетита! Всего доброго!